Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мир модной одежды. Сейчас в большой моде удобные, практичные, легкие, красивые брюки палаццо. И шить их очень несложно. Вот сегодня мы и будем этим заниматься. Для того, чтобы сшить брюки палаццо, нам понадобится выкройка. Тут возможно два варианта. Вы можете построить эту выкройку сами, а можно скачать готовую. Где скачать готовую выкройку? Ссылка в описании. Вот в таком виде первый лист. Здесь получается 25 листов. Вот тестовый квадратик. Написано 10 на 10 сантиметров, 100 на 100 миллиметров. Надо будет промерить линейкой. Если совпадает, значит ваша выкройка в натуральную величину. Совпадают абсолютно все размеры. Так вот, 1, 2, вот в таком порядке мы должны склеить вот эту выкройку. Здесь есть поля, которые мы должны обрезать. Сейчас я вам покажу. Я только покажу. Все остальное будете делать сами. Вот к этому квадратику по этой линии мы прикладываем этот листочек, совмещаем линии и приклеиваем. Вот таким образом. В итоге у нас получится большое полотно вот с такой выкройкой. Дальше мы выбираем здесь 4 размера. Раз, два, три. Здесь 5 размеров. Выбираем свой, который нам нужен. И вырезаем. Вот я склеила выкройку. Здесь выкройка, ссылку на которую я вам даю в описании. Она с цельнокроенным поясом. Если вы не хотите цельнокроенный пояс, вы можете здесь отрезать по линии талии и пояс выкроить отдельно. Ну все, можно уже приступать к раскрою. Здесь всего 2 детали. Это цельнокроенная. Выдерживаем направление долевой нити и шьем и выкраиваем. Всегда, когда снимаете выкройку, надо обязательно ее перемерить. Здесь у нас линия бедер идет. Я измерила и хочу сделать пошире. Разрезаю по линии бока и расставляю на нужное мне расстояние. Если вам достаточно тех размеров, которые есть, вы ничего не делаете. Так, перед тем, как ткань раскроить, обязательно надо декотирование провести. Либо вы замачиваете ткань в холодной воде на некоторое время, потом аккуратно разложив сушите, либо вы декотируете при помощи утюга и пара. Надо ее утюжок ставить аккуратненько и паровым ударом всю ткань. А для чего это делается? Для того, чтобы ткань дала усадку и в процессе носки далее она просто вещь не подсаживалась. Сшила 2 половинки, проутюжила это все. Теперь одну, неважно какую, выворачиваем изнанкой наружу. А эту половинку, которая лицом наружу, вставляем вовнутрь.
Совмещаем. Это шаговый шов. Совместили. Скалываем срезы по спинке и по переду скололи. И теперь мы прострачиваем весь этот шов. Брюки прошила, прогладила. Теперь нам надо пришить пояс. Для этого его вначале надо скроить. Кроим его по размеру. Размер в размер. Плюс, если у вас получится, то он из одной полоски будет. У меня это будет, скорее всего, сшивное. Поэтому не забудьте про припуски на шов. Ширина. С длиной мы определились. Длина пояса у нас равна длине пояса по талии на самих брюках плюс припуски на шов. Ширина пояса. Я хочу вставить вот такую резинку. Размер резинки у меня 3 сантиметра. Значит, пояс должен быть уже двойной. 3 сантиметра плюс 3 сантиметра. И давайте еще сделаем 1 сантиметр на то, чтобы у нас резинка свободна. Мы могли ее протащить сквозь этот пояс. И еще 2 сантиметра. Это припуск на шов. Вот 9 сантиметров на длину. Вот поясочек выкроем. Теперь у меня получился из одной детали. Теперь надо его здесь сшить. Я его буду сшивать. Вот у нас середина. Немножко дальше середины сделаю шов. И здесь, там где припуск, и здесь. Вот это я не буду зашивать. Это окошечко, через которое я буду вставлять резинку. Когда мы будем пришивать, обязательно смотрите, что он был с изнанки. Прострочила и разутюжила. Припуски в разные стороны разутюжила. Теперь мы складываем пояс пополам. Можно булавочками заколоть, можно проутюжить. Наш поясочек складываем, ищем середину. Вот это отверстие для резинки должно быть внутри. Прикладываем к середине спины. Прикалываем. Теперь, чтобы у нас не перекрутился он, середину поясочка соединяем. Середина переда. Теперь можно сделать еще несколько контрольных точек, так как вам удобнее. Пришила. И нитку от оверлока заправляем в оверлочную строчку. Теперь обязательно проглаживаем и будем вставлять резинку. Теперь отмеряем резинку. При помощи булавки мы вставляем резинку в пояс. Проверяем, чтобы резинка не перекрутилась. Можно застрочить на машинке, можно зашить вручную.
резиночка вставлена. Теперь нам надо подогнуть брюки. Еще раз, последний раз. Наденьте их, померьте хорошо, именно с той обувью, с которой будете носить. И отметьте окончательную длину. Вы ее отметили. Дальше вы подшиваете брюки. Подшивать их можно несколько способов. Можно обработать оверлоком и один раз подогнуть, пристрочить. Можно московским швом. В данном случае я шью из тонкого трикотажа. Поэтому я буду подшивать двойной иглой. Я забыла сказать, что вот эти брюки шьются из любой ткани. Лучше, если эта ткань легкая и драпируется. Тогда они будут смотреться еще красивее. Ну вот в том случае, что если это трикотаж, тогда вот двойной иглой. Покупайте двойную иглу для трикотажа. Подгибаете. Шьете с лицевой стороны. Сейчас я покажу эту двойную иглу. Но она применяется только для трикотажа. Вот у нее одна установочная пластинка и 2 иголки. Шьется с лицевой стороны. 2 катушки ниток сверху, одна снизу. Но это только для трикотажа. Обычные вещи подшиваются обычно. И вот таким образом пристрочу. И обязательно после этого проутюжить. И можете носить эти брюки.